Привет, мы находимся на СНГ квалификации к PUBG Global Invitational. Рядом со мной сидит Тоня, ведущая StarLadder. Тоня, привет. Привет. Сегодня мы с тобой будем говорить больше о твоих профессиональных навыках, нежели о том, что было в твоих недавних интервью, которых, кстати, у тебя за 2 месяца набралось аж 3 штуки. Это круто, наверное. Больше, чем за всю жизнь. Расскажи, как обычно проходит твоя подготовка к трансляции? Ну, это зависит от того, какая трансляция. Если это, чаще всего это CSGO, поэтому, в принципе, что делается? Заходится на HLTV.org, берется тетрадка. Я люблю все выписывать от руки, потому что мне так легче запоминается. И я ищу какую-то информацию в первую очередь по турниру, потом уже по командам, которые туда приедут. Смотрю различные видео, которые найду в интернете. Чаще всего это какие-то англоязычные наши коллеги, потому что там больше контента, чем русскоязычное сообщество производит. Всякие ликвипедии, все возможные ресурсы, которые можно найти киберспортивные, в принципе, используются для подготовки к турниру. Ну и последние новости, что там случилось с той или иной командой. Конечно же, все учитывается, для того, чтобы правильно провести эфир. А что касается, например, прогона речи? Перед началом эфира, в принципе, какие-то скороговорки, и все. Никогда я не занималась тщательно тем, что подготавливаться именно в этом плане к эфиру. Кто, по твоему мнению, из трио кастеры, аналитики и ведущие должен уделять больше всего времени подготовке? Наверное, аналитики. Аналитики и ведущие. Мне кажется, что комментаторы не так много времени этому уделяют. И, в принципе, дело комментаторов говорить то, что происходит на экране. Все зависит от дисциплины, конечно. Потому что если речь идет о Хардстоуне, то там ребята уделяют очень много времени подготовке, потому что сама по себе игра достаточно медленно происходят события, развиваются в ней, поэтому необходимо чем-то заполнять паузы. Поэтому очень много нужно времени и много информации для того, чтобы провести качественный эфир комментаторов в Хардстоуне. Если это Counter-Strike, где все бежим, убиваем, то достаточно хорошо понимать, какие команды перед тобой, как зовут игроков. Мне очень нравится, когда комментаторы называют игроков по имени, фамилии. Это выглядит как в настоящем спорте. Поэтому действительно в этом плане комментаторам, конечно, нужно быть в курсе. А так, я думаю, что аналитик должен проводить самый тщательный анализ, подготовку к событию. Возвращаясь к отечественным ведущим, я бы хотел спросить, следишь ли ты за отечественными ведущими, которые работают на турнирах уровня Тир-3? Уровня Тир-3? Да. Я тоже работаю на турнирах Тир-3 уровня. Например? Порой. Тир-2, по крайней мере, тоже точно. Допустим, у нас был Betsnet, я бы не сказала, что это прям турнир Тир-1. Разные бывают у нас турниры, и очень маленькие. Допустим, у нас сейчас проходит Зоток, совсем небольшой призовой фонд. И наши ребята там работают в аналитике. Если бы я была в Киеве, я бы тоже этим занималась. Поэтому, в принципе, у нас не такое большое количество турниров сейчас для StarLadder, по крайней мере, чтобы прям говорить о том, что есть там Тир-3 турниры, которые только эта часть аудитории освещает, или там Тир-1. Расскажи, какими профессиональными качествами должны обладать те, чья основная работа — это плавно говорить на камеру? Во-первых, они должны обладать более-менее приятным голосом, хотя это тоже можно исправить. На самом деле есть прецеденты, есть случаи на моей практике, когда люди очень сильно хотели работать в кадре, много прикладывали усилий для этого, но не получается. И это не только мнение какого-то узкого круга, а вот в глобальном плане все понимают, что не получается. И сам человек, в конце концов, как-то пытается с этим смириться. То есть, наверное, все-таки должна быть какие-то задатки. Лично мне кажется, что я больше всего обращаю внимание на энергетику. Человек должен быть каким-то интересным, он должен быть бодрым в кадре, он должен заряжать других позитивом и энергией. Особенно если это ведущий, он должен не давать умереть эфиру просто во время. Поэтому это очень важно на самом деле. А все остальное играет не меньшую роль, но это все можно развивать. Да, к слову, о той энергии, которую мы должны чувствовать, которую ведущие должны чувствовать из зала. У многих людей, не обязательно ведущих, у многих случаются такие моменты, когда мы понимаем, что можно было какой-то момент отработать и прогнать его лучше. Часто ли ты занимаешься самокритикой на основе таких моментов, которые были в твоей карьере? Конечно. Я вообще очень люблю копаться в себе по любым поводам, даже когда их нет. Поэтому
Я не очень люблю пересматривать свои эфиры, потому что я, в принципе, знаю, где я парю, и потом я понимаю, что нужно сделать, чтобы этого больше не допустить. Но ошибки совершают все, и нужно принимать себя, ну, работать над этим, чтобы они не повторялись, но, тем не менее, без них не получается, никогда не получится, к сожалению. Угу. Есть ли у тебя идол, на которого ты равняешься? Ты имеешь в виду вот в киберспорте ведущий? Да, да. Мне очень нравится, как работает машина. Алекс Ричардсон, кажется, Ричардсон у него фамилия. Это, он, кажется, из Великобритании, англоязычный ведущий, который изначально был в Counter-Strike, сейчас его в Доте привлекают. Вот, и мне очень нравится он как человек, и как человек, который работает в киберспорте. Ну и, конечно же, Редай, у которого огромный просто опыт работы, я не знаю, сколько он в киберспорте, с самого начала, наверное, по всем дисциплинам, каким можно. Ну и, конечно же, если брать СНГ, то это Степа Шульга. В принципе, человек, который привел меня в киберспорт, которого я безумно уважаю, и всегда, ну, вот ты смотришь на Степу, тебе нужно делать вот в том направлении работать. Угу. Из этого списка, который ты только что мне обозначила, можешь ли выделить какого-нибудь одного человека, который лучше всего чувствует ту самую энергию толпы, про которую ты говорила раньше? Энергию толпы. Я думаю, что они все в равной мере понимают, что это такое, и знают, как этим руководить. Допустим, вот опять же, машина на International, когда он работал непосредственно из зала на сцене, он очень круто работал с публикой, прикольно заводил толпу. И это, кстати, вот Кейси, да, та же, которая работает на International, вот она тоже очень хорошо умеет это делать. Поэтому, в принципе, все ведущие, которых я перечислила, я их упомянула как раз потому, что они обладают всеми качествами, которые нужны для того, чтобы быть хорошим ведущим. Угу. Дашь пару советов для тех, кто хочет научиться держать себя в кадре и иметь поставленную речь? Да. Что мне всегда говорили, нужно больше читать книг для того, чтобы хорошо говорить. Поэтому это нужно давать совет всем, кто работает в кадре, и сейчас в том числе. Поэтому вот это первое, что поможет человеку. Второе, просто нужно расслабиться, нужно действительно обрести какую-то уверенность в себе. Вот это необходимо. Если вы не уверенный в себе человек, это сразу видно. И я это видела по своим эфирам раньше. Это прям очевидно. Поэтому будьте уверенными в себе, знайте, что вы крутой, даже если это не совсем так. Мы все не идеальны, но будьте убеждены, что это поможет. Давай перенесемся тогда в игровую составляющую. С чего началась твоя история работы на ивентах PUBG? И была ли это лично твоя инициатива или какая-то наводка от руководства StarLadder? Я работала вот это мой второй ивент на PUBG. Второй раз я работаю ведущей на сцене. Ну, тогда я так совсем около этого была на английском языке. Это был, по-моему, StarLadder, Time Invitational в Киеве. Это не была моя инициатива, скорее мне предложили, и я сказала, да, с удовольствием, почему нет. Поэтому как-то так и получилось. А насколько сильно ты вовлечена в саму игру? Я бы не сказала, что это моя любимая игра, я не провожу часами за ней, как и все, трудно найти человека, который не играл в PUBG, наверное, сейчас. Поэтому, зайти, побегать, я очень-очень плохо играю в PUBG, если честно, но что поделаешь. По состоянию на середину 2018 года, сколько в твоем списке активных дисциплин, с которыми ты постоянно работаешь как ведущая? В первую очередь, это, конечно же, CSGO, PUBG. Что у нас еще было в этом году? VESC, это, в принципе, охватывает все дисциплины. Все, что возникает, в принципе, в StarLadder, я, по-моему, везде была вовлечена, потому что раньше это был даже Hearthstone один ивент, у меня был даже такое у меня было в жизни. Вот в декабре у меня даже танки были. То есть чаще всего это, конечно же, CSGO. Сможешь ли ты назвать все свои последние ивенты за 2 месяца? Сегодня июнь? Да. Сейчас июнь. Кстати, вот апрель, начало мая у меня был такой даже, можно сказать, отпуск. У меня не было ивентов вообще. То есть это у меня PUBG, это у меня CS, это у меня CS. В принципе, все. Весь первую половину года это был Counter-Strike и все. И PUBG. Хорошо. Основные вопросы прогнали, остался небольшой блиц. Это будут абсолютно случайные вопросы, поэтому не пугайся, если вдруг будет что-то непонятное, ужасное. Хорошо, я знаю, что такое блиц, я готова. Он очень быстрый. Любимый музыкальный исполнитель? О боже, группа или исполнитель? Группа исполнитель, неважно. Arctic Monkeys. Сколько раз ты нарушала закон? Ни разу. Самая ценная вещь, которую ты выбрасывала? Выбрасывала? Да. Не знаю, я не выбрасываю ценные вещи. Не знаю.
Не выбрасываю ценные вещи, я храню все, ясно. Возможно, самая ценная вещь, которую ты потеряла. Телефон. Нет, кошелек. Телефон был плохой, кошелек я потеряла. Сколько там было Да, денег? там были карточки со скидками в магазины, и это была для меня трагедия. Там было 20 гривен, я была студентка, это было 20 гривен на проезд назад, там был студенческий и карточки, и это была трагедия на тот момент для меня, потому что я студенческие 1,5 месяца восстанавливала, представляешь, без скидки ездила в троллейбусе, ну кто так живет? И это были карточки магазина одежды. Ну что-то там, всякие разные, но это было обидно. Хорошо. Невидимость или возможность летать? Невидимость, конечно. Поешь ли ты в душе? Да, и не только в душе. Кем ты хотела стать в детстве? Я хотела стать археологом. Нравится ли тебе твое имя? Да. На что ты сейчас собираешь деньги? Я сейчас собираю деньги на квартиру. Удачи мне, не скоро это произойдет. И твое любимое занятие вдали от цивилизации? Я просто хочу лежать на травке, чилить, смотреть на солнышко и не думать ни о чем. Вот это мое любимое занятие. Угу. Ну, на этом мы, наверное, подведем итог. Не хочешь ли ты передать кому-нибудь привет на ту камеру? Конечно, ребята, всем спасибо, кто поддерживает. Очень много я получаю позитивных комментариев во всяких личных сообщениях в соцсетях. Поэтому я все читаю, я все вижу. Спасибо вам большое. И хейтерам, конечно, тоже спасибо, что вы есть для разнообразия, так сказать. Я вас тоже в какой-то степени люблю. Всем спасибо. Смотрите StarLadder. Спасибо вам за то, что смотрели. Подписывайтесь на Инстаграм. Подписывайтесь на Инстаграм Тони. Подписывайтесь на социальные сети Vega Squadron и наш YouTube-канал, чтобы увидеть еще больше видео с СНГ-финала PGI.